Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same. Привет, песеры, с вами Морж, и большой футбол снова на моем канале. Второй полуфинал турнира, посвященный чемпионату мира 2022 в Катаре. Сегодня у нас встречается Сирия и Аргентина. За Сирию катает Бен Симмонс, ну а за Аргентину наш любимый динозавр Исмаил Албаков. Да, возвращается он в турниры и готов показывать, кто на поле папка. Уверен, матч будет интересный, уверен, вам это все дело понравится, ну и я уверен, что будет много голов. Я знаю, как играет Исмаил. Он из любого полумомента, даже не момента, может вытащить гол. И за это, собственно, мы любим смотреть его матчи. Как обычно, ссылка на турнирную группу в описании, в закрепленном комментарии. Переходишь, подписываешься, следишь за постами, участвуешь в турнирах и попадаешь на мой канал, если, конечно, выходишь высоко. А тем временем Фоден по левому флангу прорывался. Передача на Мане, и киков может быть разыгран, но не совсем. Не совсем у Мане получается удар. Мяч летит рядом с правой штангой. И Исмаил вот так вот счет пока что не открывает. Бен только оборонялся, само собой, с кикофа достаточно сложно не пропустить, но он вполне себе справился. Быстрого гола не получилось, 2 минутки у нас всего лишь отыграли команды, и Алисон отдает на Кэмпбелла передачу. Кэмпбелл ошеломительной подачей находит Александра Арнольда на правом фланге. Передача на Бекхэма, снова на Арнольда, и ошибка в центре, мяч Киммих перехватывает. Маунт отдает на Лаутара, Киммих, будет подключение по левому флангу, Мане, конечно же, будет, но Рюдигер справляется. Отличный защитник, но все-таки идет подача, защита пока на своем месте, провалов нет, и попытались запустить Криштиану Роналдо длинной передачей, но не особо вышло. Снова Исмаил подключает Робертсона, здесь хорошо играет Арнольд, но попадает в Робертсона, мяч выходит на аут для, собственно, сборной Сирии. Арнольд, куда он будет подавать? Куда он будет? На Рюдигера. Да, Рюдигер вот, тоже у нас был за номинальные контракты, практически все его взяли. Великолепный защитник. У меня сейчас в центре Бастони Рюдигер. Просто отличная пара. Меня максимально устраивает. Ну, само собой, Бастони из нынешней селекции сборной Италии. Кэмпбелл отдавал передачу на Виера, но Мартинес перехватывает. Вот она, первая контратака. Маунт вбивает мяч в левую девятку. Немножечко тут прям от радости. Чуть ли не прервалась запись, тем не менее, Исма выходит вперед на 11-й минуте, и да, конечно же, после ошибки. Я заметил, что в eFootball именно после ошибок чаще всего залетают голы. То есть теперь у нас есть киков и есть повышенная вероятность гола после ошибки. Ну, как по мне, это вот по моим ощущениям, такое у нас на поле происходит. Снова Аргентина в атаке. Видно, что Исмаил соскучился по большим матчам, соскучился по победам. Не знаю, сколько у него там уже кубков, но я уверен, что Бен составит ему конкуренцию, ну, по крайней мере, попытается это сделать, просто так без боя не сдастся. Кэмпбелл, не получается у него забрать мяч у Фодена, Фоден каким-то непонятным образом проскакивает между защитниками, подача на Робертсона, и второй мяч, да, 16-я минута, видно, что Исмаил пришел сюда выигрывать. 16-я минута, 2 мяча уже в сетке Сирии. Лаутара, не самый высокий товарищ, тем не менее, забивает головой. Ой, снова обидная ошибка от Сирии. Мане классно на финте пробрасывает мяч, смещается, отдает передачу на Робертсона. Здесь все-таки Арнольд справляется и у своего одноклубника мяч забирает. Ух, какая ошибка! Получится? Нет, не получилось. Не получилось из этой ошибки вытащить гол, а могла быть большая проблема, собственно, для сборной Сирии. Ну, представьте, на 20-й минуте уже 3-0 гореть. Тут уже и 2-0 как бы хватает. Видно, что пока что Исмаил абсолютно контролирует игру. Сирия пока что в лице Бена Симмонса не может ничего противопоставить. Тем не менее, полтора тайма у нас еще впереди есть. Я надеюсь, что все-таки что-то сможет. Рюдигер в центре отдает на левый фланг на Робертсона. Робертсон отдает на Винисиуса. Винисиус подключает Мбаппе, а может быть он Винисиус, но мне на самом деле все равно. Главное, что подключает. Справляются пока что игроки сборной Аргентины с давлением Сирии. Киммих, посмотрите, как высоко играет. Передача на Лаутара, тут сразу подключается Фодена. Ой-ой-ой, ну вот это раскат. Это раскат, куда смотрела защита, я не понимаю, как здесь третьего мяча нет. Я тоже, если честно, не понимаю абсолютно. Вы видите, защитники просто оставили 4 игроков сборной Аргентины перед воротами. На одного своего защитника и вратаря. Ну, это просто дичайший провал. Я понимаю, что от Бена это вряд ли зависело, вот, но игра решила, что
вот такую ситуацию нужно создать и, собственно, не воспользоваться. Сначала, с одной стороны, создали такую ситуацию, с другой стороны, каким образом игрок сборной Аргентины не попал в ворота, я не совсем понимаю. Робертсон будет играть против Арнольда у нас и на одном фланге Робертсон против Арнольда, и на другом. Арнольд идет верховая передача, будет здесь завершение, нет, пока что завершения не будет, но теряется мяч у Мане, пас Мартинес третий. Да, вот снова ошибка, и снова не получается у Бена, к сожалению, выйти из защиты. Я сам частенько бываю в таких ситуациях, когда сильно очень противник жмет, я буквально не могу перейти за центр поля. То есть идет атака на атаку, вроде кое-как отбиваюсь от ворот, потом на какой-то мелкой ошибке пропускаю, в общем-то. Ну вот и ответочка, сразу же с кикофа, 33-я минута, Бен один мяч сравнивает. Но, блин, до этого же не нужно было 3 пропускать. Сложно будет отыгрываться от Исмаила, слишком он хорошо реализует свои моменты. Ну и плюс, конечно, он очень хорошо эти моменты создает. Тут ему в этом деле не откажешь. Мбаппе у нас уже играет в перехвате за Сирию. Александр Арнольд на правом фланге находит Роналдо передачи. Роналду на правом фланге Бекхэм. И ошеломительная передача идет на Винисиуса. Ну, головой он играет такое себе. Кэмпбелл, посмотрите опять, как высоко Кэмпбелл поднимается у сборной Сирии. Вот поэтому такие провалы в защите. Бекхэм не получается сделать передачу в штрафную. И Аргентина погнала в контратаку. Итак, пока что 2 в 2, грубо говоря, они идут. Рюдигер, конечно же, Мане не догонит. И Мане, просто пробегая практически все поле, снова не попадает в правый угол ворот. Вот что называется. Просто на скорости врубил и погнал. Защитники не догоняют. Другого защитника смещать уже смысла не было. Попадал, тут, конечно, был бы гол вообще без каких-либо вопросов. Но, тем не менее, пока что вот так. Пока что вот так. 3-1 у нас. И первый тайм подходит к завершению. 39-я минута уже. И пока особо много опасных моментов от сборной Сирии не было. Вариант на отыграться. Вот он может быть. Вот такой же, как уходил Мане. Вот сейчас уходит Роналду. Тоже пробивает в дальний угол. И Роналду свой момент использует. 3-2. А я только говорил, что моментов нет. Вот так вот. Как обычно, я начинаю что-то говорить, и игра мне показывает, что на самом деле, может, ни хрена это не так. Сейчас мы тебе продемонстрируем. Что ж, 1 мяч отставания. Это уже явно повеселее. И явно Бен все-таки смог собраться и немножечко потихонечку переламливает ход игры. Не получается атака у Исмаила. Кимих мяч теряет и ловит контратаку от Бена. Давайте смотреть, как будет разыгрывать. Роналдо в центр отдает, я бы отдавал направо, но это мое мнение. Хорошее подключение Винисиуса. И угол какой, и 3-3. 3-3 за 45 минут. Я, если честно, думал, вратарь здесь должен брать. Винисиус отлично подключился и буквально странный, очень странный гол. Каким образом вратарь его пропустил с такого-то угла, я вообще не представляю. И у нас паритет. Первый тайм, шо играли, шо не играли, снова никто не впереди. Интересно, 6 мячей за первый тайм, это, конечно, здорово. Причем у Бена у нас 100% реализация. 3 удара в сторону ворот, 3 в створ и 3 гола. У Исмаила 6 ударов в сторону ворот, 3 в створ и 3 гола. Ну, у Исмаила 100% реализация по ударам в створ. Отметим, конечно, что у Исмаила при этом были 2 очень опасных момента от Мане, и он оба раза не попал в правый угол ворот. Что ж, второй тайм явно должен решить, кто в этом матче победит. А может быть и дополнительное время, а может быть и пенальти, а вообще все что угодно может быть. Пока что защита Аргентины справляется. Передача на Кимиха в центр поля. Александр Арнольд на правом фланге и ищет партнера, кому куда отдавать. Бен пытается перекрывать передачи, и, в принципе, у него это получается, хоть и не тем игроком, которым он управлял, а, собственно, компьютер выбрал правильную позицию и мяч перехватил. Атаки не вышло. Робертсон будет смещаться на левый фланг. На левом фланге находит Мане. Мане отдает на Маунта. И до Маунта мяч все-таки дошел. Лаутаро пытался прорваться, пытался отдать передачу на свободного Фодена. Но попадает в пятку защитнику, и передача не доходит. Бекхэм на правом фланге отдает на Джерарда. Мбаппе. Снова подключение Джерарда, и Маунт здесь у нас уже играет в перехват. Мане начинает свой забег. Снова, вы видите, пытаются отводить Вейру, чтобы уйти на перехват. Лаутаро хорошо на пробросе уходил от защитника, но еще один защитник стал у него на пути. Мбаппе. Передача на Джерарда. Бен старается подобрать ключик к обороне Исмаила. Не совсем это выходит, и до
до удара ни у одного, ни у второго дела не доходит. Вот сейчас бы налево скидывать, посмотри, левый фланг абсолютно пустой, но Исмаил решает вот так. Прошел, хрен знает сколько за маунтом, Бен пятился своими игроками, чтобы старался, чтобы был перехват передачи. В итоге тут, в принципе, и сам маунт мог пробивать, но не пожадничал, отдал на Лаутара, который и реализовал свой момент. 4-3, и Исмаил уходит в паузу. Как и Бен тоже уходит в паузу. Будут замены. Выходит у нас Гиггс на левого полузащитника, Кьеза на правого полузащитника, Холланд супер замена, ЭТО выходит. И в центр выходит Кройф со сменой позиции на атакующего полузащитника. Жестко усиливает Бен атаку. Ну, Исмаил сейчас тоже будет жестко усиливать атаку. В принципе, во всех онлайн-матчах у нас, когда происходит замена, меняются атакующие игроки. И все. Вот, защиту мало кто меняет. Ну, иногда центр полузащиты. Потому что Бену снова нужно отыгрываться. Снова один мяч. И, в принципе, как мы уже видели, это вполне реально. Кройф с подкруткой в дальний угол и не попадает в правый угол ворот. К сожалению, хороший был бы мяч, если бы, конечно, у Кройфа подкрутка получилась после хорошей передачи, так аккуратненько в дальний. Но, к сожалению, мяч в ворота не идет. Печально. Если бы сейчас было 4-4, ну, для нас, для зрителей, как для зрителей, интереса было бы больше. Значит, у Аргентины выходит Ляо, выходит Барелья вместо Киммиха. Кто там еще выходит? Ну, это уже замены у сборной Сирии. Посмотрим, сможет ли Холланд в этом матче чего-нибудь забить. Сирийский Холланд, я имею в виду, конечно же. Передача в центр штрафной площади не получается. Вера отдает на ЭТО, и он сразу же подключает Гиггса. ЭТО, кстати, отличная легендарная карточка, очень быстр, очень классный, и вот, поэтому тоже может что-то замутить, собственно, за то время, которое у нас осталось. А осталось у нас чуть меньше, чем 30 минут. Пелегрини ищет партнеров по команде. Вот снова, с одной стороны, Бен молодец, он правильно отводит игроков, чтобы перехватить передачу, с другой стороны, из-за такой вот своей тактики он дает очень большое пространство для игроков Исмаила, и они спокойно пробегают 5, 6, 10 метров и находят тут вообще просто. Бастони, да, если я не ошибаюсь, Бастони забивает. По-моему, Бастони как раз и забивает, только я его хвалил в начале первого тайма, сказал, что у меня такой товарищ играет, и здесь, да, Бастони подключается на угловом, высокий, классно играет головой, и он вбивает пятый мяч в ворота сборной Сирии. Так вот, именно в варианте тактики, то есть, да, отводить игрока нужно, важно и полезно, но при этом нужно вторым игроком, ну я, по крайней мере, так делаю, вторым игроком я при этом активно прессингую. Нельзя давать противнику много места для маневра. Если у него есть много места, у него есть время и подумать, и пробежать, и отдать какую угодно передачу. Да, возможно, ваш игрок ее перехватит, а возможно и нет. А вот сейчас это у нас сыграл в перехвате, подключает Гиггса, сразу будет идти ошеломительная подача, но Делик становится на пути к мячу. Санчо на правом фланге, аргентинский Санчо рвется уже, вот посмотрите, очень много пространства у игроков Исмаила, и он спокойно разыгрывает то, что он хочет. Здесь повезло, мяч попадает в Арнольда, и у нас происходит перехват. Кьеза отдавал, попал в ногу Пелегрини, и Пелегрини, не сохранил мяч для сборной Аргентины, но ошибка от игрока сборной Сирии, и Аргентина снова в атаке. Бастони, а на какой позиции он играет, простите? Че он так высоко? Мбаппе? Ну, тут вратарь наконец-то хоть что-то потащил. Потому что сейчас уже шестерка могла загореться. А Бастони, интересно, на какой позиции у Исмаила? Здесь, да, будет гол. Будет гол после отскока от штанги. Вроде как не то, чтобы прям сильно момент опасный был, и защитник здесь не пойми, что делал. Да, обидненько, но тем не менее шестерку Исмаил на табло зажигает. Блин, каждый матч, который я его комментирую, реально дохренища голов. Вот у меня такое ощущение, что когда играют люди, которые действительно очень долго играют и очень топово играют, типа, можно научиться играть в нападении и забивать много, но в защите нормально играть не получается ни у кого. То есть разница между средними игроками и топовыми игроками: средние игроки сыграют 2-2, 2-1, а топовые игроки сыграют 6-3. Вот где-то так. То есть примерно, если повезет, от чего-нибудь защитимся, а забивать мы будем сколько хотим. Ну, у меня, по крайней мере, такое ощущение складывается. 10 минут у нас до конца. Естественно, здесь уже про отыгрыш дела никакого не идет. Вот, и разговаривать об этом
тоже нет. Само собой, Бен будет стараться. Вот, кстати, правый фланг, не правый, левый фланг, посмотрите, насколько свободный. Можно спокойно отдавать передачу, но почему-то вот Исмаил только сейчас подключает левый фланг. И Леао снова... Посмотрите, что делает вратарь. Я не понимаю, если честно, ну, простейший удар, не сильный, в угол, ближний, как бы... Вратарь просто сел на жопу. Я не понимаю, почему вот такие простые мячи он не тащит. 7-3, 10 мячей, блин, 10 мячей за матч. Я не помню, если честно, когда у меня был матч, чтобы у меня 10 мячей было в сумме. Ну, очень много, очень. Я играл против Исмаила, ну, в 22-й, 23-й части не играл в 21-й, по-моему, или в 20-й. Я вот, ну, не вспомню, но точно я с ним играл. И да, я тоже ему проиграл, но я пропустил там 4 где-то. Вот, и даже, по-моему, 1 или 2 забил. Ну, то есть, такое еще, глядя на вот такие вот счета, я еще сыграл так более-менее неплохо, судя по всему. Ну, конечно, у нас была другая физика, и немного по-другому все это действовало. Санчо по правому флангу, Исмаил, судя по всему, хочет и 8-й, и может 8-й. Мбаппе не реализует свой момент, здесь защита справится, не справится. Пелегрини пытался отдать. Да, защита вроде более-менее справляется, но снова следующая волна атаки идет на ворота Сирии. Тем не менее, огромное спасибо за матч. 90 минут у нас закончилась. Ляо, нет, не сможет сделать подачу, и 2 минуты добавляет арбитр. Спасибо Бену за матч, спасибо, что он снял этот матч. Спасибо, снял в классном качестве. Очень приятно комментировать, когда картинка хороша. Вам спасибо за то, что вы смотрите. Если хочешь участвовать в турнирах, само собой, переходишь в группу, читаешь посты, читаешь правила, общаешься с администрацией. Не со мной, блин, а с администрацией. Я не знаю, почему мне люди пишут. Вот, и договариваешься про участие в турнирах. Ну, а Исмаила поздравляю с выходом в очередной финал. Уверен, матч будет огонь. Поэтому ждем. Само собой, на канале он будет. Тем более, в понедельник у нас игра выключается. До четверга она работать не будет, так что я уверен, вы с удовольствием посмотрите и финалы, вот, все равно смотреть будет нечего. На этом прощаюсь, спасибо за то, что вы со мной, спасибо ребятам за то, что катают интересные матчи, ну, а я с удовольствием их комментирую. С вами был Морж, до завтра, ребят, пока-пока.